Всем привет, друзья, с вами Некротал, и мы возвращаемся к довольно печальной теме, связанной с баном Пронео. Освещал я данный инцидент еще летом этого года, но для тех, кто не в курсе, я вкратце поясню. В мае этого года между Пронео и GameKing решалась судьба путевки на главный турнир по гвинту Gwent Masters. Дело в том, что у них было примерно одинаковое количество очков, и тот, кто из них займет более высокое место по итогам сезона, и поедет на турнир. GameKing долго удерживал первую строчку ладдера. И вроде бы все уже было решено, но в последние дни Нео врубает режим Терминатора, играет 24/7 и последние часы вскарабкивается на первую строчку, с отрывом всего в 4 ММР. И вроде бы нам стоило радоваться, но после этого на Нео, как и в принципе на все СНГ комьюнити, изо всех щелей начинает литься грязь. Сначала появляется видос от Фредди Бейбса, который обвиняет Нео в винтрейде. Якобы нельзя поднять столько ММР за короткий промежуток времени. Потом пошла просто настоящая травля со стороны англоязычного комьюнити, в котором свое активное участие принимали как Фредди Бейбс, так и Олесио. Ну и под конец пошли обвинения в богоюзерстве. Якобы Нео использовал баг веревки, чтобы свести неудачные матчапы в ничью. Ну и в итоге 11 июня было вынесено дисциплинарное решение, в котором Нео был забанен на 3 месяца и отстранен от участия в официальных турнирах на 1 год за винтрейд и использование багов. И естественно никаких доказательств ни Нео, ни общественности не было предоставлено. Открою вам один секрет, их как бы просто не было. Постоянно менялись формулировки и причины банов. Якобы сначала мы баним за винтрейд, потом винтрейда не было, но есть баги, ну и так далее. Причем многие игроки сталкивались с багом веревки, за который забанили почему-то только Нео, хотя данные случаи были и на официальных отборочных. Много также было случаев и явного консида, но тут тоже ноль реакции от проджектов. Действительно, про это же Фредди Бейбс видоса не снимал. В общем, более подробно об этом всем вы сможете узнать, если посмотрите мои предыдущие видосы по данной теме. Главное, что в общих чертах я тему обрисовал, и мы продолжаем с того момента, где остановились в прошлый раз. После неудачных попыток выйти на разговор с Владимиром Торцовым, это, если что, человек, ответственный за киберспорт в Гвинте, Нео решает пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Вы, конечно, скажете: подождите, полиграф или в простонародье детектор лжи, это же вещь ненадежная, ее можно запросто обмануть. Во-первых, если Нео может обмануть полиграф, то я думаю, ему можно спокойно пойти служить в разведку. Ну а во-вторых, что еще остается делать невиновному человеку? Как ему взять и доказать свою непричастность к этому всему? Просто представьте такую ситуацию, когда вас осудили и не могут доказать вашу вину. Вот, например, Нео в разговоре с Торцовым просит предоставить конкретный факт, что он виноват. Но так как этих фактов у Торцова просто нет, мы видим очень интересный ответ. Хоть 100 сообщений напиши. Ну, это как бы немножко ненормально. Вас банят, отстраняют от киберспортивной составляющей игры, вы спрашиваете ответственного за это человека, почему же так, а вам просто не хотят отвечать. Или вот, например, Торцов пишет Нео, что у них в принципе нет доказательств сговора. Они просто фиксируют факт наличия подаренных матчей. Ну, это как бы уже слишком. Если кому-то просто сдаются в ладере, то получается сразу бан? Это как-то немножко неадекватная политика. Абсурд, скажете вы, и тут я с вами, конечно же, соглашусь. Поэтому в таких ситуациях, как говорится, все методы хороши. Полиграф подтвердил всю информацию, которую Нео хотел донести до проджектов и Владимира Торцова, а именно, что он не использовал баги намеренно, а в частности в играх против Сайбера и Деда Лайфа, и то, что он не участвовал в договорных матчах, а в частности отсутствие сговора с такими игроками, как House of Cards и Никер. Ну и вооружившись данной информацией, Нео направил письмо в CD Projekt Red, на которое он, конечно же, не получил ответа. Но в скором времени он собирается идти в суд, и чем это закончится, я чувствую, мы узнаем еще не скоро. Поэтому давайте уже перейдем к главной теме нашего видоса, а именно к настоящим винтрейдерам, которые вместо бана почему-то получают приглашение на Gwent Masters. Дело в том, что в ходе расследования была скрыта информация об одном очень интересном сервере Дискорда, в котором сидели известные вам всем Фредди Бейбс, Аджиков и GameKing, ну и уже бывшие игроки, такие как Шегги и Слот. И знаете, они там занимались далеко не обсуждением сценария Ведьмака. Кроме как клуб любителей
решили повинтрейдить, по-другому я это назвать не могу. И сразу хочу уточнить, что у нас, к сожалению, есть только небольшой кусочек переписки за период с декабря 17 по февраль 18 года. Но поверьте, этого вам точно хватит. Вот, например, скриншот переписки от декабря 17. Профессиональный игрок Шеги, который выступал на официальных турнирах, просит игрока Атра свести игру в ничью, чтобы не потерять ММР. В этом же месяце уже самому Шеги предлагают сыграть ничью, на что он, конечно же, соглашается. Друзьям надо помогать. Ну ладно, Шеги, уже многие его не помнят, поэтому перейдем к Game King'у. Он у нас на слуху, плюс это один из действующих участников Мастерса. В этом же декабре 17 года Game King говорит Хане, что он вынужден драйпаснуть, так как у него плохая рука. Ему сразу же предлагают ничью, и далее мы видим радостное сообщение от Game King'а, что ему списали всего 1 ММР. А по истечении месяца Game King едет на январский Open, а сейчас уже готовит чемоданы, чтобы отправиться в Польшу на Мастерс. И, естественно, никаких проверок в отношении Game King'а просто не было. Да, скажете, одна ничья, это всего лишь одна ничья, ну что тут такого? Но, во-первых, это явный договорняк. А во-вторых, мы не знаем, сколько еще таких случаев было за стенами других дискордов. Ну ладно, давайте перейдем к следующему месяцу, а именно к январю 18-го. Сначала Шеги просит подарить ему ничью, объясняя это тем, что лучше получить -1 или -2 ММР за ничью, чем возможные -9. А вот уже наш сыщик Фредди просит у панды подарить ему победу. Ой-ой-ой, мистер Фредди, хотели устроить договорной матч? Как-то нехорошо, а особенно после этого обвинять в договорниках Нео. А тут он уже сам предлагает помочь Шеги. Ну, вы, конечно, понимаете, чем Фредди может помочь Шеги. Вот еще один бывший проигрок Слот. Просит у Аджикова ничейку, на что тот радостно соглашается. Но и это далеко не самое страшное. То, от чего я просто упал, это нахождение в этом дискорде мистера Торцова, который, если что, я напомню, ответственный за киберспорт в Гвинте. И именно он банил Нео за якобы винтрейд и богоюз. Да, вы можете сказать, что Торцов появился в Дискорде только в конце января и не мог видеть того, что тут происходило. Тут я, конечно, с вами соглашусь, поэтому давайте сразу перейдем к февралю 18-го. Магок просит Шеги подарить ему ничью, так как находится на пике. Ну и Шеги соглашается, ведь договорной ничье нет ничего плохого. Ведь так, Владимир Торцов, я же прав? И не отрицайте, что вы этого не видели. На данный момент вы уже были в этом Дискорде, и я почти уверен, что не просто так вас туда пригласили. Ну или вот в том же феврале 18 года Аджиков просит Шеги подарить ему победу, так как он находится на пике. И этот случай тоже произошел на глазах Торцова, но ни бана, ни предупреждения не было. Хотя если прочитать официальные правила, то в подпункте А пункта 14.13 ясно сказано, что не допускается никакого сговора с другими игроками. И видите, как получается, с одной стороны Нео банит за якобы нарушение тех же пунктов, причем без явных доказательств, а с другой стороны, у Торцова есть те самые доказательства, но в отношении других игроков, но почему-то никаких санкций к ним не применялось. И тут напрашивается вопрос, а не было ли у Торцова материальной заинтересованности в том, чтобы именно эти игроки проходили на турниры? И может быть именно поэтому забанили Нео, чтобы расчистить дорожку на Мастерс для Game King'а. При этом, как я уже говорил, у нас есть только небольшой кусочек данных за декабрь 17 и первые месяцы 18. Но я уверен, что это не все случаи договорных матчей, так как мы не знаем, что творилось раньше в данном Дискорде, сколько случаев винтрейда происходило в других Дискордах, в личных сообщениях и иных приватных каналах. Причем заметьте, сколько раз различные игроки просили свести игру в ничейный исход. А потом вспомните, как яро Фредди Бейбс акцентировал внимание именно на том, что у Нео много ничей, хотя в процентном соотношении их было меньше, чем у Game King'а. И теперь понятно, почему у Нео почти в 3 раза больше наиграно игр, чем у того же Game King'а, несмотря на их равный ММР. Ведь против, так сказать, своих Game King'у просто не приходилось потеть, ему всегда могли подарить ничейку другую. И еще один удивительный факт. Пока Нео не занял первое место, его никто ни в чем не обвинял. Но как только он обгоняет Game King'а и обеспечивает себе место на Мастерсе, сразу скрываются какие-то факты, проводятся расследования и так далее. Чего не было в течение всех предыдущих сезонов. Прям какая-то мафия. Как только в честной борьбе ты опережаешь их человека, от тебя просто сразу пытаются избавиться. А самое главное, что люди, которые по уши в грязи, тебя еще пытаются ею и облить.
И после того, как в следующий раз будете спрашивать меня, а почему на туриках одни и те же лица, неужели больше никто не играет? Просто вспомните данный видос и поймите, что им пробиться намного труднее, когда есть группа людей, которые постоянно сводят неблагоприятные матчи в ничью и переливают ММР. А самое главное, все это происходит на глазах человека, ответственного за киберспорт. Вот, например, результаты 6-го сезона, в котором Magpie остановился на 9-м месте, и ему не хватало всего немного, чтобы пробиться на турнир. И вряд ли вы скажете, что Magpie слабый игрок, он как бы на минутку чемпион челленджера. Но просто из-за того, что есть такие ребята, как Аджиков, Фредди и Game King, Magpie было очень трудно пробиться. Он же все-таки не винтрейдил и ничью у кого не выпрашивал. И если вы когда-нибудь сами захотите пробиться на турик, то, пожалуйста, идите в мясорубку в виде отборочных, как сделал, например, Magpie. Либо вам придется играть сразу против группы игроков, которые сделают все, чтобы прошел их человек, а не вы. И получается, что не так важно, как хорошо ты играешь. Главное просто дружить с правильными людьми, и тогда у тебя все будет хорошо. Но даже если ты сможешь все это преодолеть и занять первое место, то все равно можешь закончить как Нео, получить бан и бегать по судам. И чтобы в следующий раз такого не повторилось, необходимо добиться увольнения Владимира Торцова. Человека, который покрывает своих друзей и банит сильных игроков. Человек, который должен бороться с любым нарушением официальных правил, но закрывает на это глаза. С таким человеком киберспортивного будущего у Гвинта точно никогда не будет. Ну а также мы требуем отстранения от участия на Гвинт Мастерсе Аджикова, Геймкинга и Фредди Бейпса за явное нарушение официальных правил, так как факты сговора у нас есть, да и вы их сами видели. Ну и конечно, хотелось бы увидеть официальных извинений перед Пронео, который был забанен ни за что. Но этого, как вы понимаете, добиться будет очень трудно, несмотря на то, что за нами правда. Поэтому прошу вас распространять данный ролик. Ну а кто самый смелый, пишите на форумах проектов в Твиттер Торцова и Павла Пужи. И обязательно напишите данную информацию на почту ДТФ, для того, чтобы мы смогли распространить данный ролик. Ссылку на почту я оставлю в описании. Сделайте это не ради меня и даже не ради Пронео, а ради киберспортивного будущего вашей любимой игры. Ну и пока именно такие люди сидят у руля, невиновные будут получать бан, а настоящие винтрейдеры поездку на Мастерс. Ну а на этом у меня все. С вами был Некротал. Еще увидимся.